Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала, с вами Людмила. Сегодня предлагаю вам связать вместе со мной школьные туфельки для девочки. Для туфелек я взяла вот такую подошву. Она мягкая, удобная, 34 размер. Это на 10 лет. Пряжу я использую серого цвета Alize Diva в 100 граммах 350 метров. На 2 стельки нужен будет лист кож-картона, лист бумаги в линеечку, также ножницы, крючок на 1,5 миллиметра, карандаш и дырокол. На лист бумаги ставим подошву и обводим по всему контуру. Затем выкройку вырезаем и вкладываем ее в подошву. Изнутри в подошве проходим по краям карандашом, для того, чтобы потом обрезать все лишнее. Когда выкройка готова, теперь ее нужно разметить. На расстоянии примерно 0,7 см от края ставим точки через каждый сантиметр по всей окружности выкройки. Затем по этой выкройке вырезаем уже стельку из кож-картона и примеряем. Готовая стелька должна плотненько входить в подошву. И вырезаем также вторую стельку. Теперь выкройку или прикрепляем скрепками, или приклеиваем к стельке и пробиваем отверстие. Я использую дырокол, это можно сделать и шилом, и даже гвоздем. Вот так должно получиться в результате, и аналогично пробиваем вторую стельку. Очень важно, чтобы обе стельки получились одинаковыми, количество отверстий и на левой, и на правой, чтобы совпадало. Теперь начинаем обвязку стельки с центра внутренней стороны стопы. В первое отверстие провязываем 2 столбика без накида, а в следующее отверстие уже по 3 столбика без накида. Провязываем так до закругления на носке. В середине на носке средние 6 петель набираем по 4 столбика без накида. Вот провязали уже 5 отверстий по 4 столбика, теперь еще в одно 4, а дальше снова по 3 столбика до закругления на пятки. На пятки провязываем также по 4 столбика. Дальше до конца ряда набираем по 3 столбика без накида.
Провязали 3 столбика в последнее отверстие, и в первое, там где набирали 2 столбика, мы заканчиваем ряд. Теперь петля для связки, петля с протяжкой, и переходим ко второму ряду. Со второго ряда будем вязать уже по лицевой стороне. Внутренняя часть стельки — это у нас будет изнаночная сторона, а здесь вот будет лицевая сторона. Примеряем стельку, посмотрим, все ли точно. Стелька должна плотно заходить в подошву, и пустот нет, все хорошо. Дальше вяжем по кругу столбиками без накида до тех пор, пока не поднимемся над бортиком так, чтобы было нормально вязать. Детская нога, она не требует высокого подъема, и достаточно просто подняться над бортиком. Вот я провязала еще 4 ряда, и я думаю, что этого будет вполне достаточно. Теперь приклеиваем стельку, заготовку стельки к подошве. Я использую для этого специальный клей Десмокол. Наносим клей на подошву и тщательно промазываем все бока, ребра подошвы, все ее части. И затем также наносим клей на саму стельку. Потом даем постоять им 1 минутку и приклеиваем стельку к подошве. Очень хорошо нужно прижать и затем просто дать клею схватиться где-то 30-40 минут, чтобы они постояли. Теперь можно уже прошивать подошву. Я беру серую капроновую нить. Она хорошо подходит по цвету, и отмеряю длину нити примерно равную 3 окружностям подошвы. Можно, конечно, и не прошивать, но я всегда это делаю, потому что так просто надежнее. Дальше протягиваю нить через подошву и через борт обвязанной стельки. Затем через 1 сантиметр протыкаю подошву снова, вытягиваю петлю и через нее продергиваю нить и затягиваю узел. Использую для этого крючок, потому что подошва мягкая. Если крючком у вас трудно, другая подошва, можно сначала проткнуть шилом. Все, подошва теперь у нас прошита, и можно приступать к вязанию переда туфельки. Вот должен получиться у нас такой носочек туфельки. На одну ногу я связала для образца, а на вторую начнем сейчас делать это вместе. Выбираем по центру носочка 10 петель. Вязание начинаем с изнаночного ряда столбиками без накида и набираем первые 10 петель. В конце, когда набрали 10 петель, 11 и 12 петлю провязываем петлей с протяжкой для связки, чтобы вязание смотрелось вот уже потом без изъянов, поэтому вводим крючок с лицевой стороны, так у нас не будет потом дырок.
Затем вязание переворачиваем, вяжем второй ряд. Второй ряд со второй петли начинаем. И чередуем длинные столбики без накида и короткие. То есть один столбик вводим крючок на ряд ниже предыдущего, а другой вяжем из предыдущего ряда. Должен получиться вот такой узор из длинных и коротких столбиков. В конце ряда 2 петли с протяжкой. Изнаночный же ряд вяжем уже столбиками без накида из петель предыдущего ряда, как обычно. Итак, продолжаем дальше. Лицевые ряды чередуем длинные и короткие столбики, а изнаночные ряды просто столбики без накида обычные. И в конце каждого ряда не забываем по 2 петли с протяжкой. Так провязываем 9 рядов узора или 18 поворотных рядов. И затем делаем небольшие изменения. Провяжем 2 лицевых ряда столбиками с накидом, а изнаночные 2 по-прежнему столбиками без накида. Вот так делаем накид, провязываем столбик с накидом. Сначала накид провязываем, затем оставшиеся 2 петли. И продолжаем так до конца ряда. Вот поближе накид. Провязываем петлю с накидом сначала, затем оставшиеся 2 петли вместе. В конце ряда, как и раньше, 2 петли с протяжкой и переворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем все столбики без накида. И еще раз повторяем эти же 2 ряда. Столбики с накидом лицевой ряд, столбики без накида изнаночный ряд. Теперь с этого угла переходим на боковую часть и вяжем в изнаночном ряду столбики без накида до пятки. Огибаем потом пятку и останавливаемся там, где пятка заканчивается, закругление у пятки. Вяжем 2 петли с протяжкой в конце и разворачиваемся на лицевую сторону. Теперь лицевой ряд начинаем вязать с 3-й петли от крючка и вяжем по рисунку длинный столбик, короткий столбик. Вяжем опять же до вот это закругление пятки до боковой линии. И не забываем про рисунок. Тут у нас длинный столбик, короткий столбик чередуются. Довязываем до боковой линии. И теперь будем прибавлять петли.
Добавляем, опять же соблюдая рисунок, по 4 петли. 4 петли, длинный столбик, короткий столбик, длинный столбик, короткий столбик. Провязали 4 столбика и теперь заканчиваем ряд, вяжем 2 петли с протяжкой. Разворачиваем вязание и снова с 3 петли от крючка вяжем изнаночный ряд столбиками без накида. Вот таким образом, прибавляя по 4 петли в конце каждого ряда и 2 петли с протяжкой, доходим до соединения боковых частей с передом. Вот здесь при соединении в углу берем одну петлю из боковой части и одну петлю из передней части и провязываем вместе вот эти 3 петли, чтобы этот угол нам сгладить. Дальше мы не разворачиваемся, а продолжаем вязать по передней части рисунком. Снова дошли до угла и также одна петля с передней части забираем, одна из боковой и провязываем эти 3 петли вместе. Теперь провяжем еще петлю с протяжкой для связки и разворачиваем вязание. Изнаночный ряд вяжем столбиками без накида. Вяжем по кругу до вот этого угла. Закончили ряд, теперь будем ввязывать резинку. У меня шляпная резинка серого цвета у меня не было, поэтому я ввязываю черную. Ну, берите любой цвет, какой есть, ее все равно не будет видно. Длину резинки делаю такую, чтобы слегка натянутая она была равна длине верха туфельки. Резинку связала и с изнаночной стороны делаю обвязку вместе с резинкой длинными столбиками. Крючок ввожу в каждую петлю на ряд ниже предыдущего. Вот такая получается обвязка. Если мы посмотрим на готовые туфельки уже, то видно, что шов красивее и ровнее с лицевой стороны. Поэтому я и вяжу его с изнанки. Тогда получается так интереснее. Вот закончили обвязку резинки, и теперь можно нить обрезать и спрятать ее в вязание. Потом уже вставляем стельки в туфельки, и туфельки у нас уже готовы. Мне кажется, получилось довольно симпатично, но при желании их можно еще украсить. Я обвязала верх белой нитью, вот, рачьим шагом, и связала еще цветочек. Все-таки туфельки для девочки 10 лет. Вот как связать такой цветочек, вы можете посмотреть здесь у нас на канале в разделе украшения отделка. Думаю, можно прикрепить его по центру или сбоку, как понравится. Друзья, если вам понравились эти туфельки, это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, я с удовольствием на всех на них отвечу. И до новых встреч!